Уважаемые родители, приветствуем вас! С вами сегодня логопед-дефектолог и я, врач-невролог. Очень часто родители беспокоят, что задержка речи вызвана каким-то заболеванием. И часто обеспокоенность возникает из-за задержки речи, связанной с аутизмом. Так вот, сегодня мы назовем 10 признаков неаутичной речи. Первый признак, если речь кому-то направлена, то есть есть обращение к кому-то, пусть даже лепет, крик или даже просто один звук, но он обращен именно к кому-то, направлен. Часто бывает, что ребенок с разными людьми ведет себя по-разному. Допустим, с мамой ребенок может кричать, возмущаться, а с папой он спокоен. Если речь подкреплена невербальным жестом, то есть тянет маму за рукав, ведет ее за платье или просто сжимает кулачки при речи, то есть подкреплен каким-то видом поведения. Да, это тоже является контактом, потому что ребенок кому-то направляет эти жесты. Если речь интонирована, то есть как будто бы он говорит лепетом или звуком, но есть интонации, ундуляции, тембр голоса, то есть по сути это напоминает обычное предложение, да, как говорит взрослый. Часто бывает, что ребенок разговаривает как будто на своем языке, но тем не менее он применяет интонацию, он помогает себе жестами и мимикой, чтобы донести то, что ему нужно. Если у ребенка есть игра, то есть даже простая игра, покатал машинку, покачал куколку, да, покатал мячик или позбивал кегли, это уже есть игра. Конечно, первые игры являются именно предметными, то есть простые манипуляции с предметами. Это может быть кидать кубики в ведро, либо катать машинку, кидать мяч. И только после того, как ребенок освоит предметные игры, подключаются и сюжетные. Да, если есть слоган у ребенка, и он направлен именно к этому человеку, то есть говорит дыд, мым, пап, амам, но именно по отношению к человеку, к которому он обращается. Бывает такое, что из-за нарушения тонуса, либо из-за нарушения артикуляционного праксиса ребенок просто не может выговорить то, что он хочет. Например, вместо мамы он говорит просто «м», но тем не менее он постоянно так обращается именно к маме. Если у ребенка есть звукоподражание, то есть подражание речи другому, это тоже очень важный признак. Да, первыми является даже не речевое подражание, а просто подражание. «Сделай, как я». И после этого уже идет речевое подражание. «Скажи, как я». И если у ребенка есть простое подражание «Сделай, как я», это первый шаг к речевому развитию. Да, если поведение ребенка меняется в зависимости от ситуации. То есть, например, дома говорит хорошо, а в садике молчит. Или, например, хорошо говорит с мамой, а с папой молчит. Да, так бывает. Да, еще очень важный признак, когда регресс речи вызван новой обстановкой. Например, пошел ребенок в садик, и речь перестала быть. Или, например, вакцинация, или болезнь какая-то, или медицинская манипуляция. Они могут вызвать страх у ребенка, и это может быть причиной селективного мутизма, то есть отказа временного от пользования речью. Это тоже следует отличать от задержек речи. Мы должны понимать, что это временно. Да, это не постоянно. Да, это проходит. Еще одна ситуация, когда ребенок недопонимает речь. И вообще в последнее время мы заметили, что очень раннее речевое развитие приводит к тому, что рано молодеют диагнозы по задержке речи. И уже такой диагноз, как задержка речи, на этапе формирования недопонимания речи нужно уметь отличать от сенсомоторной алалии. Тогда просто этот диагноз нужно немножечко раньше выставлять и начинать лечение, потому что сенсомоторная алалия нуждается в лечении. Да, есть признаки, что ребенок не понимает речь, он не выполняет ваши инструкции, просьбы, не откликается на имя. И это не значит, что у него расстройство аутистического спектра. Он может просто не понимать, о чем вы его просите. Есть хороший пример, что, допустим, вы приехали в страну на языке, который не говорите, и зашли, допустим, на рынок. Все что-то кричат, что-то говорят вокруг вас. В таком случае вам просто хочется выйти оттуда, чтобы убрать этот шум. Да. Есть еще такое, когда ребенок не слышит вас. Ну, например, такое бывает при нейросенсорной тугоухости, но обычно у всех деток эту проблему исключают еще в роддоме. Еще там проходит аудиологический тест.
Но ребенок же болеет в течение жизни, переносит отиты, вирусные заболевания, и обязательно надо проверить, нет ли у ребенка тугоухости. Второе, много детей у нас на гаджетах находится. Известно, что у детей от года до 3 лет механизмы шумоподавления еще не очень выражены, поэтому весь поток сенсорной информации ребенком не дифференцируется, и может быть снижение слухового внимания, снижение сосредоточения, плохая реакция именно на речевые звуки. Да, часто так бывает, что ребенок на неречевые звуки реагирует, а на речь нет. В таком случае нужно обратиться к неврологу, сделать вызванные слуховые потенциалы, и невролог уже может направить вас к сурдологу. Часто бывает так, что бывают разные степени тугоухости. Часто ребенок не слышит только глухие согласные, либо не слышит окончания слова. Не ищите помощи в интернете, лучше обратитесь к специалисту, и мы развеем ваши сомнения. Спасибо за внимание. До свидания.